Такие маленькие, как что. 5200. Глянь, как живут латвийские пенсионеры. Немножко надо рыбки почистить. Малек поймал красноперку. Пошло щупальца. Щука еще охотится. Не твое, как говорится, не бери. Но, блин, перейти нереально. Хотя в щи. Окуня не поймать никак. Кто у нас? Идем на большую рыбу. Мне кажется, я уплыву сейчас. Что-то не пошла она ему. Фокус. Выходы есть, выходы есть. Пошел Жор. Запашок сразу какой пошел. Зубы чистят. Печечка. На рубинах взял. Рыбы много, Янис. Салют, рыбачки. Вот такой у нас дом на берегу озера. На озеро мы приехали на рыбалку. 3 денька будем здесь жить, ловить рыбу. Дом с террасой. Около дома у нас есть такая насыпь с пирсом. Лодочка. С собой у нас есть еще наша лодка. Лодочка. Таймень. Ничего себе. Как наши с Янкой вейдерсы. Вот такая каменная насыпь. Идем пирсик. Здесь вот есть лопушки, но метров через 50 они кончаются. Есть идея вот туда на остров поставить резинку и пробовать на живца ловить щуку. Пирсик такой, с лестницей. Запах такой на озере осенью. Сейчас сентябрь. Пахнет грибами и рыбой. Кстати, вот там находится домик, в котором мы жили в прошлый раз на этом озере. Вот так выглядит наш дом с пирса. Рядышком есть баня. Пойдемте покажу. Такая верандочка у бани есть. Уютненькая, деревянненькая. Холодосик для пива, само собой. Опа. И вот смотрите, сама баня. Деревенская. Даже не знаю, видно, не видно. Печь, каменка. С водогреем. Бак для холодной воды. Оконца. Сидишь в парилке на полке и смотришь на воду. 3 человека могут комфортно усесться. Вот такой свет здесь тускленький. Ну и прикольно. Скамейка какая. Как у адвоката Егорова. Ну что, пойдемте в дом. Посмотрим, что там у нас. Ты готов? Я готов. Есть веранда с грилем. Ну, вид очень красивый на озеро. Стол на веранде. Ну и вот сам дом. Кухня у нас здесь. Имеем на кухне собственного едока. Постоянно ем. У нас есть едок, который все время ест, чтобы у нас как бы хоть как-то аппетит проявлялся, и мы не подохли с голоду. В этой комнате у нас живет едок. Едокова кровать. Камин есть, но едок отказывается его топить, потому что ему иначе жарко спать будет. А если вдруг наша плита все-таки сломалась, вот у нас еще есть такая плита. Прям плита. Чугунная. Шкаф. Помощник едока Василий. Да. Он нам меняет спирт на соль. Это наша с Василием комната. Далее проходим в санузел. Ну тут у нас что? Тут у нас вот. Кто такую раковину? Посмотри. Посмотри, меня пятерня в раковину не лезет. Ну как тут помоешься? Ну посмотри, вон головой. Это у кепки уже все. У кепки уже все, зубы не почистишь. Разве что тут. Потому что вот, наклонился, удобно, смотри. Кран есть, душ, помылся. Все. Если по-быстрому, чтобы полы потом не мыть, потому что, видишь, душкабина как сделана. Ни дверки нет, ничего. Стоишь, все течет.
повсюду. Потом вон надо этой шваброй мотылись тут воду собирать. Окно не открывается, ручек нету. Чего бояться? Свободная страна. Что-то трусяля висят, залапанные. Смотри, кто-то залапал. 5 шурка вон. Там, вон, смотри, регулятор есть. Вкл-выкл. Он офь. 5 шурков. Вот. Берешь сюда. Наливши маленько, она так бурбулит, брызжет на камушки. Хорошо? И опять же, сядешь такой потный. И вон в окошко любуйся. Коли надо подкинуть маленько парку, подкинул колотушкой. Коли кто плохо себя ведет, вот этой колотушкой тогда вот так раз и все. Не теряем времени. Разгружаем машину, надуваем лодку и рвем на озеро. Костяныч с нами ехать отказался, сославшись на семейные обстоятельства. Вот я не специально подготовил рыбацкую одежду. Вот. Так что проведем мы здесь какое-то время и постараемся поймать рыбы и насладиться природой и озером. Выгрузили шмот в домик, оборудовались, перекусили мяском, батя закоптил, и отправляемся. Ловить буду сразу на 2 снасти. На ультралайт и на бигбейт. Посмотрим, что из этого получится. На ультралайт только что здесь складочки. Ну, камеру не брал. Просто ради прикола кинул селедочку, щучку вытащил небольшую. Без 25 сейчас времени. Темнеет в 19:30, да, Янчик? Да. Темнеет в 19:30. Раз в 19:30 темнеет, это значит, что до 8 можно ловить спокойно. Да, тут север. Наверное, будет нормально. Идем на нашей лодке. 4,20 длиной. Баллоны полметра. Грузоподъемность тонна. Аккумулятор 220 ампер-часов и Минкота. Батька с Васей идут на лодке Таймень 420. Ну она тоже 4-метровая у вас получается. Мощность одна нечистая сила. Я ловлю на 90-граммовый, как это называется, пик? Пик, да. Пик. А ты на что, Янис, покажи. Тоже свинка, поменьше. Покеш. Тоже свинка? Да. Ты на нее, по-моему, эту 8-ку поймал в Швеции, не? Или на другую? Не помню. Тишина на озере. Только гуси. Но что-то не хотит на бигбейт. Ты спиннинг поменял тоже? Я тоже пошел, но чуть меньше. Ага. Что это и где это? Ты не видел? Я не видел где. Ну, на заброс примерно против тебя. Серьезно? Штучка, наверное. Офигеть. Ну, небольшая. Ну тогда я сейчас попробую другую приманку. Выходы есть, выходы есть. Значит, говоришь, выход, да? Ну, блин, колебалочка летит, конечно. Красота. Ну, давай, давай.
Видишь, колебалка, конечно, траву цепляет все подряд. Тяжело ее провести. Что там? Не понял. Трава или рыба? А, лопух, ничего себе. Глубина здесь где-то 1,80 м. Судя по лопухам. Завтра поставим диппер. Сегодня просто времени не хотелось тратить. Ну, люблю эту приманку. Битая уже, перебитая. Культивовская. Культивовский вокер. Летит, блин, как пуля. Играет, как... Порхает, как бабочка, короче, жалит, как пчела. Щука мажет по нему, правда, часто, но очень зрелищно получается. Приколе на этот вокер окуня поймал на энгуры. Прикол, знаешь, в чем? Что не намного больше, чем этот вокер. О, есть. Блин, ты видел? Да. Намазал. Ну, я ее, ну, как бы, сколько-то протащил, не подсек. Но взяла на вокер, посмотри. Ха-ха. Но размер был такой, что я не понял, это был окунь или щука, если честно. Что такое? Ударчик? О, есть, ничего себе. Слушай, как-то не по щучьи, ты тянешь ее. Но щука, да? А ты можешь чуть опустить? А то мы с тобой лесками порежемся. Ух ты! Свечка. Но эту надо скушать, Янчик. Да, скушаем ее. Смотри-ка, на бигбейтушку все-таки, да? Бейточку все-таки. Молодец. И на красную, да? Посмотри. Да. Красавчик, красавчик, отлично. Хорошая щучка. Ну что? Что-то есть. Отлично, отлично. Небольшая, сколько тут? Килограммчик, да? Да, может есть килограммчик. Наверное, есть. Да, красота. Ах ты, на этого... Слушай, ну ты ж... Я на форелевой спиннинг, Янис, я не знаю. Смотри. Пока не поднимается. Не знаю кто. Не знаю что. А, смотри. Щучка. Отлично. Отлично. Слушай, покушай. какая вкусная щучка. Прекрасно. Отлично. Покушаем. Ну вот, Янчик вытащил. И сразу же я вытащил. Янис вытащил на бигбейт. Вот такой вот. УВ. Вот такой вот. Сколько УВ. это? 40-граммовый, наверное, да? Да. С Вот. УВ полосками. С УВ Полоски. крючками. Ну да.
А я вот на такую зелененькую полувертушку, полурыбку не понять. Вот, но нашли мы хотя бы ее, эту рыбу. Хотя бы поужинаем сегодня щукой. Ага, красота. И сразу вот так вот. Настроение пошло. Ну, оно и так было хорошее. Сейчас оно просто великолепное. Реагирует рыба вот в таком интересном месте, на самом деле. Гранитное дно, видимо, стоят большие камни, и за ним можно искать щуку за ними. Озеро-то мы не знаем, мы его только-только вот изучаем, это озеро. Так вот, на спиннинг. Нету. Но вы еще думаете ловить? Ну а почему не? Давайте нам этих рыбу, мы поедем. Вы поедете? Да. Вычистим, поджарим. Не, ну поджарить можем вместе. Ну, почистить. Ну. А какая у вас щучка? Вон, ну, за килограмм. Ага. Такая, как у нас, значит. А, ну нормальная щука, да. Если просыпать, да. Ну отлично, Василий. Так наши тоже. Ты хотел щуку жареную. А это, слушай, это то, что ловили мы в Швеции на эту красную. Да, это побитая уже такая, рабочая. Рабочая, да. Щука-то смотрит, что рыбка побитая. Ну Вот да. сейчас легкая добыча. Так, ну что, наши погнали в лагерь, а мы съездим в одно местечко. Там на том берегу есть заводь тростниковая. Как-то раз летом без лодки мы тут приезжали. Меня там на поверхностную блесну взяла щука. Ну, в воде в заброд ходили. И загнала мне крючок в руку. Ездили там, вытягивали. Загнала так капитально. Вот. Поедем еще попробуем туда немножечко. А, вот он. Я же сказал, будет фокус-фокус. Вот это да. В самой траве, блин, приколи. И на ультралайт. Слушай, голодная, не? Вперед. Ага, спасибо, Янчик. В самой траве, в самой гущере стоит. Вот там у меня был удар, ну, на поверхности так шваркнуло. Потом здесь сорвался крупный окунь, и прямо в этом же месте после него щука сразу. Хорошенькая приманочка, хорошая. Эх ты, блин. Ну вот такая у нас разведочка трехчасовая получилась с Янисом. Вот. Еще сколько у нас? 4 или 5 щучек. 3 в итоге оставили. Окушков взяли для живца, потому что батя будет резинку завтра ставить. Может щука, может судак у него будет клевать, посмотрим. Вот. Ну а нам хватит, наверное, сегодня. Вот сейчас плывем уже к лагерю. Не знаю, сегодня такой у нас день был выматывающий. Сутки мы до сюда добирались. Ну что, причаливаем, капитан. Рыбка жареная с лучком. Жареную рыбу делаем. Щука. Щука по-фински.
подумать о карьере профессионального повара, Сергей. На большую щуку надо время искать. Просто пока мы ищем большую щуку, мы потеряем утренний клев. Я предлагаю ехать на утренний клев туда, где мы знаем, где есть щука. Не обязательно, хотя бы такая, как сегодня. Что вы думаете о сегодняшнем вечере, мистер Холмс? Что там у тебя за прибор? Это если мешают волосы в носу. Чтобы в большой щуке в пасть не лезть руками. Случилась непредвиденная, ну, в смысле, незапланированная вещь. Мы едем без мотора. Много лет служил этот мотор. Не знаю, надеюсь, блин, починит, конечно, его, когда мы вернемся в Ригу. Мы вот встали с утра пораньше, хотели доплыть до островочка. Там ребята на 3 лодках ловят судака. Ну, а в итоге будем щуку пробовать в тростнике. Ну, хоть погода радует, блин. Представляю, как на моторе ехал бы. Пластмассовым, бездушным, холодным. Ну а так у нас вот живой моторчик. Покраска такая у него хорошая. Какое производство? Латвийского? Да, местный, да. Ну ладно, что теперь уже париться? Надо ловить как есть. Только выехали. Опа. Только выехали на ультралайт, сразу щучка пожаловала. Один маленький сачочек надо было взять.
О, нифига себе, Янчик. Вот это да. А, ты тоже такую рыбку поставил? О, только выехали, зато сразу раздача. Был бы мотор, сейчас как ушли бы на дальний кордон, и все. И никаких щук. А так сейчас как начнем тягать одна за другой. Там-тарам-тарам-тарам-тарам. Доброе утро. Доброе утро, окунь. Доброе утро, Саша. Нашли мы вариантик. Мы идем теперь по берегу, вдоль которого идет ветер. И берег этот каменный. Стоят множество камней в воде, глубина 1,20 м. То и дело попадаются небольшие окуни. Вот еще, смотрите, видите? Вот такой вариантик. Щучка, щучка, окунь, окунь. Вот, но зато здесь не дует сильно ветер. И такой приятный, приятные камушки и приятный лес. Приятно смотреть с лодки на берег. Две щучки клюнули, и все, и до свидания. Плывем туда, где вчера вечером ловили у тростника. Может, там будет получше. Она не с первого раза взяла у тебя? Нет, попал, кажется. Первого просто. Она на меня шла. Не чисто. Ну, слушай, хорошая. Ух ты! Ах, красавица какая! Молодец, Янка. Могу спиннинг подержать или справишься? О, слушай, она всего твоего бигбета съела, да? Да. Красивая. О. Ну-ка. Покажи. О, красота, супер, молодец. А взяла так интересно, да? Не сильный удар, а такой Не сильный, вдогонку как будто да. бы. Казалось, что промахнулась. Ну что, в садок? В кукан, наверное, нет? А, точно, кукан. У тебя кукан под сумкой. Молодец, Янчик, хорошую щуку поймал. Пока я ультралайтом тут выманивал окушков со щучками, он поймал хорошую. Одна поклевка, одна рыба. Сейчас хотим подъехать, тут речуха выпадает из озера. И там классный лагерь для отдыхающих. Ну вот, кто приезжает на рыбалку. Тут же вообще течения не было. Да. Ну что, сходим проверим на шлюз. Ну давай, пойдем.
Вот такая классная беседочка. Для того, чтобы попить чаек и передохнуть. Размять ноги, вылезти. Можно спать здесь, ночевать. И вот сидишь в беседке и смотришь на озеро. Пойдем проверим мы с Янисом речуху. Выглядит, что течение сильное. Дака. А дальше я не знаю, что за дака. Я таких не ем. В этой речке форель еще водится. Я тут крупную поймал. Финский форельный спиннинг. Тест 7 до 26 грамм. Нормальная палочка. Сильное течение, шурует. Первый раз такое вижу здесь. Вот. Сейчас в небольшую заводь зайду так на 3 минутки. Ну вот видите. Довольно большая заводь образуется здесь. Попробуем. Подсказывает мне что-то, что что-то мы тут сейчас возьмем. Ну что, я ошибался. Что у тебя? В этой канаве у меня один ударчик был. На речку пойдем. Пока она себя не проявила. Обычно, как бы плохих дела не было, на речке всегда мы поймаем. Завтра пробуем там. Если за 2 часа ничего не поймаем, на озеро возвращаемся. Да, может так. Ну ее ж не смыло куда-то, правильно? Она не может уйти. Ну, в этой стороне, в той стороне тоже. То есть она где-то гасится. А какая схема тогда, Янис, как думаешь, на речке? Вот сейчас по такой воде. Пойдем на крупные приманки? Да. Буду брать только крупные. Я возьму вертушку 3-го номера, 4-го, чтобы она крупная была. Возьму один Big Bait красный, 60-граммовый. И возьму пару твичей мелко идущих.
Вот мы снова и на озере. Опа. О, Янис, нифига себе. Офигеть. Мы из-под лодки здоровенную щуку спугнули. Мне даже в наушнике сигнал прозвучал, прикинь? Да. Блин, офигеть. Прямо под нами была щука. Куда ты побежала? Шупарикс. Щупарикс. Эдисим. Лайжем. Слушай, может быть, положи якорь, Янчик? Якорь? Или не надо? Хочешь чистить его? Убирай. Свал работает, да? Чуть работает, да. Что это у тебя там? А, кушок. А, сорвался. Окунь в камнях стоит. Что-то тяну. Что-то тяну. Что? Непонятно. А, щука. Стандартный размер. Ой. Понравилось нам вот этот маршрутик. Мы сейчас разворачиваемся и опять поплывем, потому что на свале эхолот показывает, крупные стоят экземпляры. Не берут, но они там стоят. Так что проходим второй раз. Что скажешь, коллега? Садись, а то я без тебя пойду. Кью. Полосатикс. Мозенький. 130. 131. 123 123. миллиметра. Вот что у трубы, смотри, сейчас покажу. Все, не клюет больше вообще ни на что, ни на что не клюет. Поймали мы в итоге в улове, оставили две вот таких щуки. Яниса. Ну вот такую крокодилушку. Плывем в лагерь, едем на работу. Вечером баня, готовка, отдых. Ну а потом рыбалка на речке. Ну а настроение как, Вась? Отлично. Начало есть. На базе сейчас поставим резинку на живца. Может быть, на живца пободрее дело пойдет. Тем более, что у нас со вчера есть живых 3 окуня. Может, судак возьмет, может, щука. Что-нибудь поймаем. Офигеть. То есть мы нашли, где судак стоит, да? Короче, свал здесь. Ну, плывем в лагерь назад. Нашли свал. Сразу резко. На сколько? На 9 метров? На 7. На 7 метров с 2. Судачок. Небольшой судачок, блин. Ребят, лайфхак. Смотрите, что происходит, если щуку убивать сразу после поимки, и что если не убивать. Это была не убита. Это была не убитая, и она превратилась в дерево, да? Да. А покажи убитую. А. Вот мягенькая. Если рыбу убить сразу, то потом она
мертвая долгое время мягкая. И когда жаришь ее, она тоже мягкое мясо получается. Я не знаю, с чем это связано. Может, это связано с тем, что заканчивается кислород в крови у щуки. Возможно, с этим связано. Ставим резинку. От домика отошел я. Резинка длинная, примерно на 200 метров. Это будет наш поплавок, чтобы потом резинку можно было вытянуть, а не обрывать ее. То есть место, где лежит груз. Наши живцы будут от берега на расстоянии примерно 150 метров. Глубина 4 метра здесь. Может быть, вечером судак будет выходить на эту глубину. Надо испытывать все варианты ловли. Все легальные варианты ловли. Погнали заряжать живцов. Совсем худая, бедненькая. Надо посмотреть, что она ела. А те, что ели? Прошлое вроде уклейка. Или что-то длинное такое. Тебя устраивает, Василий, как? 30-ка, 20-ка. Тебя устраивает, как колокольчики висят? У тебя есть фонарик в лицо мне посветить? Меня устраивает. Только не колокольчики, а колокольчик. Ну вот. Я просто проверил тебя. Мои бубенцы нормально. Чувствую себя. И колокольчики висят нормально, и колокол. Кулун, кулун. Будет звонить сегодня по судаку или по щуке будет звон? По бубенчикам. Котлеты ты будешь делать, да? Ну да, а чё ж не. Я тогда уху и поджарю. Да, Вася перемолит в мясорубке. Или в магазин заедет. Зарядили 3 окуней на резинку. Василий вот заряжается щукой. Батя чистит следующую партию. Янис собирается на работу. Тебе понравилось, как я провел вчера, Василий, операцию по извлечению кости из зуба? Очень профессионально было. Правда, зуб, если бы остался на месте, было бы лучше. Сгоняли мы на работу, организовали дела и успели прилететь еще засветло. Батя говорит, тут резинка с ума сходила, он не тянул ее, не вытягивал. Что у тебя? О, плотва! Да. Ничего себе! Краснопер, плотва, уклейка. Только бросай, да? Да. Я рыбу чищу, Да. поэтому, может быть, раньше было. Эти посуду там перебирал. Да. 5 часов, смотрю, начал долбать. Именно язычок. Ну а как долбала? Просто колокольчик? Гнуло, колокольчик Гнуло сбило, удочку? да. Ну сейчас мы тогда... Ну а сколько? Давно прекратила? 5:30. Блин, ну у тебя тут клев просто. Вот. Одна за другой, без катушки, да? Да. 5 минут долбала, я уже подходил, уже сердце выскакивает. Подсекать, не подсекать. Не, ну может подсечь надо было? Ну вот минуту долбала. Нет, потом 5-10 опять начала. Ага. Минуту подолбала больше. Все, потом 5:30. Долго таскала. Ну и О, какая, ничего себе плоточка. Океш, красивая плотка, слушай. Ну. Вот. Слушай, ну какая красноперина, офигеть. И Пацаны, едем резинку проверять. Костя бы тут похудел. С этой стороны, да? Вон, она туда в траву пошла. Как же так? Да. Ну, ребята,
Такие вот дела. Сорвало одного живца, второй живец целый. Третий живец такой же полудохлый, не битый. То есть на одного живца брало. Сорвало, наверное, судак. Сорвалась она. Сорвалась. Может, батя зря не подсекал. И самого большого окуня сожрала. Заглотила, видно, но получилось так, что крючок не зацепился. Рвалась или выдрала из пасти этот крючок. Ну, блин, прикольно, конечно. Хорошо, что так произошло. По крайней мере, вселяет надежду. То есть, по крайней мере, резинка стоит правильно. Живцы у нас есть, с живцами теперь проблемы нет. Батя просто каждый заброс клюет. А мы сейчас поедем судачка, попробуем половить. Что за глубина, Янис? 4,2 было, теперь 4,6. Короче, ловили мы судака. У меня один удар был на паузе. И все. Не можем мы доплыть до того места, где ветрюга. Нашли мы днем свал судаковый, но завтра вечером туда сплаваем. По прогнозу нету ветра. То есть приедем после работы, поедем туда. Вот. Держим путь к лагерю. В темноте. Вон наш домик светится. Так, Янчик, правее. Пацаны, натянута, резинка натянута. Натянута резинка. Блин, тут живцов столько, что уху можно сварить. Ладно, пойдем в домик. Баньку включим. Может быть, так как вечером этого большущего окуня она сжирала, может быть, утром резиночка снова проснется. Ну, еще и вечер тоже не кончился. Что там у тебя за уха такая? А, так у тебя... Тройная сейчас. Ты одну выварил все бошки, да? А сейчас он вкуснятину буду еще. А сейчас это еще туда пойдет? Да. Как в том фильме? Ничего себе. Голова щучья. Ну ты выварил... Деликатес. Ну ты ее прям не то что выварил, ты еще вывернул аж. Ну а что ж, можно вон есть сколько мяса-то. Можно, да, но у нас и так мясо непонятно, когда мы всю рыбу съедим. Ну никогда. Фильтрация второго отвара. Детали попадаются. А мы по-прежнему жрем рыбу. Ну, уже она темная такая.
Фу, короче, принеслись мы с выставки, отработали сегодня, завтра опять. Янчик поедет сейчас, что ты, джиговать поедешь? Да, судака. Вечернего судака будет пробовать джиговать. А я сегодня хочу посидеть, половить на удочку мальков, что попадется. И буду сидеть на резинке, смотреть резинку буду. Давай, не чешуи. О, смотри. Ничего себе, какая плотва. Ох, красавица. Так, пару живчиков поймали. Сегодня не так охотно клюет, как вчера. Вчера был ветер и живец клевал. Сегодня ветра вообще нету, штиль, живец не клюет. Ну, светлого времени еще есть, так что никуда не денемся, поймаем. Но сейчас надо перезарядить резиночки. Одна плотвица такая крупная, довольно-таки, на большую щуку. Или судачок будет, Янис. Янис тоже думает, что щука. На лодке, потому что лопухи вот так вот делают. Вот, если бы этих лопухов не было, конечно, резинку бы просто тягали бы на берег без лодки. Вот такая вот плотвица. Все, Янчик, спасибо за помощь. Ни чешуи, ни плавника. Вернее, без 5-килограммового судака не возвращайся. Смотри, резинка, резинка. Пролезешь. О, расклевалась. Хорошая плотвичка. Здорово, Анисим. Здорово. Как поклевка? Ну вот только начало, не особо клевало. Да? А что ж вы тут делали все это время? Чего у вас? Вот сейчас только вот там. На живца? Не, на живца там не было. На бигбейте. Только в берегу. У нас с этой резинки эпопея была. Ой-ой-ой. Главное, вы уехали через 10 минут. Сбила колокольчик, этот прет. Да? Да, я держу в руках. Ну, это бьет. Чих, подчет. Так 4 раза. Клевало, да? Да. На самом деле. И потом тишина. Мы думаем, ну поменяем.
Замучились, а короче, оказывается, щука сидела и не могла. Так вы, в итоге она сама засеклась? Щука? Щука, да? Да не, наверное, может она и дергала, а потом зацепилась за какую-то корягу там. Ага. Только И мы уже думали зацеп уже рвать, ну никак. А где щука? Он за рядом с тобой. У тебя кукан подвязан там. Да? А это уже, да, хотели рвать. Ну, потому что все, ну чисто коряга, И лес главное, поддерживаешь. сидела не на крючке уже. На удавке. Ну да. Крючок с рта вывалился, через губу вывалился. Ух ты, нифига ж себе. Вот это да. Нет. Блин, здорово. Закинем еще удочку на живца. На щуку. О. Покидаем наше уютное гнездо. У нас сломался мотор, вернее сломался регулятор. Разобрали с Васей. Выкрутили вручную этот потенциометр, там лапка отломалась, ножичком на максимум. И вот сейчас просто клевмы подключаешь, и только полный газ у нас есть. Чтобы остановиться, надо клевмы с аккумом убрать. Красивый закат. Едем на яму. Мы тут позавчера нашли с Янисом, там, где он судачка поймал. Вот хотим на этой яме на закате попробовать поджиговать. Батя с Васей вот там, около мели, тоже ловят рыбу. Днем они на резинку поймали судачка, пару щук, пару окуней. Ну, в общем, я, Янчик, верю, что мы сегодня что-то поймаем, а ты? Да. Так, Янчик, что с глубиной? 12 метров. Отлично, и пикает эхолот все время. А это значит, да. Что? Ничего тут нету. Офигеть! Похоже на леща. А лещ с кем рядышком? Судак с лещом же крутится. Похоже, Янчик, нам надо будет дальше сплавиться, потому что я не докинул до свала. Тогда можно дать более точное. Что на эхолоте, Янис? 11 метров. И тишина. Дальше рыбу показывали. В принципе, там, где я забросил. Угу. Мы уже больше часа ловим. Солнце давно закатилось. Красивая погода, тепло. Немножко мы так сплавляемся, несет нас по ветру. Нашли кромку с 7 метров на 12 метров перепад глубины. И вот как бы ветер дует так, что мы как раз вдоль этой кромки по большому счету и идем. Пошло. 9 метров, Янис. Выходим с 9 метров на 8,9. Ага. Есть рыба. Здесь она и была. Есть рыба, да. Рыбы много, Янис. Где свал, там сразу есть рыба. Да, ну что, давай заикаримся, 8 метров. Якоримся? Да, четко вот там бровка есть хорошая.
Рыба есть, рыба есть. Ну что, ставим прибор, да, и ловим. Видно что-то? Ага, ну покеш. И батька взял больше, в лодке лежит. Еще больше? Да. Ничего себе. А судак в лодке? Да. Так вы, блин, у вас результаты идеальные. Ну да, сегодня, ну так, огромных не было, но вот таких наловили. Мы с эхолотом на яму встали, все как надо на свале. А вы тут, блин, около берега. Не, мы вечером, вы же нас видели, около скалы. Где эта скала? Да, да. Вот мы там это набрали. Вот то, что в лодке лежит. Щука, окунь и судак, кстати. Троица. Прям как наша тусовка сегодня. Щука, окунь и судак. Судак уже спать пошел. Окунь еле плавает. Да. Щука еще охотится. Судачок. Знаешь, на кого взял? Ну. На рубиновый глаз. Да ладно? Да. Серьезно? Да, вот этот малек на рубинах взял. Ну покажи окуня. О, окунь. Ну блин, слушай. Отличная кушара вообще. А окунь на что взял? Окунь взял на маленькую, у батьки маленькая. Гогичевская? Нет, такая красненькая, покупная. Красная с черными этими точками. Угу. Ну и вот щучка. Ну круто. Ну неси в садок. Большенькая. Чистилки нет, но видишь, приходится перебирать тем, что есть. Я сегодня лопухнулся, короче, утром. Ну, я ж 5:30 решил разбудить Сергея. На рыбалку. Разбудил? Нифига, подошел к двери, дверь закрыта, постучался. Он не открыл. Я посидел еще. Это 5:30 было. Сколько еще? Минут 10 посидел, он не открыл, я пошел спать. А он утром сказал, что он слышал, что кто-то стучался, но подумал, что это вы там собираетесь. Вот, ты просил лук. Да. Порезать его? Вот тот самый лук. Порезать его? В общем, ребят, котлеты будем делать из лука. По-фински. Финские котлеты. Батя чистит на улице очередную порцию рыбы. Мы тут уже, который, 3-й день, да? Сегодня 3-я ночь. 3 сутки мы пошли. Едим только рыбу. Василий, что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что если мы еще пару дней рыбу поедим в таком количестве, то у меня будут глаза светиться. Щучьи котлеты у нас сегодня на ужин. Может, даже из унитаза свет будет идти. То есть тебя, если к проктологу идти, надо будет тогда... Ему фонарь не нужен будет. Ему нужно будет солнечные очки, да? Там будет туннель с подсветкой. Все-таки Европа. Замерзла. Замерзла большая. Кариес есть? Есть? Не, чистенькая. Значит, зубы чистят. Начинаем чистить с маленьких щук. Маленькая, потом чуть крупнее, крупнее. Топор надо. Пошло щупальца каракатицы. Кальмар уже кончился. Как ты думаешь, она поглотит хлеб? Да. Если помельче порезать. Давай посмотрим, как икра пойдет.
Вторая пошла, хорошо. Вася, получается, что ты полностью отнял у меня труп и мясо запихивать. Давай тогда я остался на подачу. Я буду за снабжение. Пока что еще. Слушай, Вася, ты с твоим опытом прокручивания ты мог бы стать профессиональным шарманщиком где-нибудь на улицах Старого Парижа. Ну, И причем нет, Италия. пока не посадили бы. В каком-то прибрежном городочке. Тебе нужно было бы черную плащуху иметь, такие круглые очки, черные, маленькие, знаешь, как чуть-чуть больше глаз. Я прокручивальщик, а не кот Базилио. Слушай, а что, откуда ты так много крутил? Что тебе приходилось крутить? Заготовки в детстве были, заготовки, что-то. Все заготовки. Начинаешь лук и понеслась. Вот время года. Смотри за окно, что растет. И начинаешь, что будешь прокручивать. То есть, типа, помидоры, а огурцы тоже прокручивал? Огурцы, главное, чтобы с огурцами хуже грядки травить было. С яблоками полегче. А яблоки для чего? Для повидла прокручивал? Повидло, варенье. Я не за повара там был. Мое дело там маленькое. Пришел. Открутил свое. А у тебя яблок полтонны. Ничего? И такой мясорубкой? Ну, как бы, плюс-минус. Но тебе нравится прокручивать? Ну, ты знал, что ты хочешь не гулять, а крутить сидеть. Ну, ты знал. Ну, а если у тебя были вопросы, ну, здесь спроси погоды. Почему? Яблоки выросли. Ножик лежит, еще топор сюда и будем варить. Фу. А сегодня... Третье прокручивание. Киточка от ребрышки. Шикарно. Вкусно, костляво. Хорошо. Осталось котлеток дождаться. Ты рыбу достаешь, Жек. Че? Я потонул, я думаю. Слушай, Васек, а Янчик еще не приезжал? Кто это? Нет, ловит рыбу он. Там свет горит за елками. Слушай, ну он уже часа 3 ловит, наверное. Ну да. Может, что поймал, потому и не едет. Какой рыбы, как ты думаешь? Ну, была рыба, которая в полводе стояла, Угу. наверное, белая. И была рыба, которая на самом дно, наверное, судачки. Ну даже не тычка, да? Ниточка, да. И А. все стоит, в принципе, на 4. И я там нашел 8,6, такую яму. Угу. Ну, там было много. И все на резину? Нет, я пробовал таилспиннеры. Пробовал. Ты же тогда днем на тейлспиннер маленького поймал? Да. Угу. Ну ясно, Янчик. Так, какой ажиотаж у тебя пошел? Что, показать что-то мне хочешь? Не, смотрю сам. И эта яма. По карте? Карта, да. Ну как выглядит? Нарисовал. Вот здесь 8,6. Угу. Слушай, ну а ты можешь, вот, допустим, сейчас уже по отрисованным точкам своим выбрать какую-то локацию, например, и идти к ней? Да. То есть будет Это навигация работать, да? Ну, не навигация, просто эта карта сохраняется.
Пюре происходит. Весело. Так зарождалось пюре. Еще стакан. Что сегодня? Котлетки с макарошками. Да, я вот как раз из них пюре делаю. С чем сегодня котлетки, Никит? С пюре. Из макарошек? Янчик, ты ждешь котлеты? Да. Он целый день не ел, чтобы поесть котлеты. Так я тоже не ел целый день. Котлетки пожарились. Чесночок пошел. Утопим чесночочек. Их надо маленько нам протушить. Сейчас еще надо пару кусочков сливочек. Вот так вот. Запашок сразу какой пошел. Вкуснее только бомж-пакет. Ну кто же картошку ест на ночь с мясом? Я ж ее Съешь ты ее с рыбой. с рыбным мясом ем. Больше ничего нельзя говорить, комментировать на камеру. Балдел. Вот собираемся ехать на этой вот замечательной лодке. И обнаружили вот что. Сашка нам тут узлов на якоре понавязал. Но и там еще внизу один
узел. Ну ладно, мы ему тогда на лодке чехословацкий дил нарисуем. Очень вовремя включена камера. Всегда на радость оператору, так сказать. Затянули, все, оборвали. О, рыба в лодке, и то спасибо. Видео и то засняли вовремя. Причалили к берегу. Оказалось, что ветрено сегодня. Неплохо бы и куртку, да, одеть? Блесна. У тебя новая блесна? Какой-то крючок хитрый. Крючок? Что за крючок у тебя там? Не зацепка. Круг да Винчи? Не зацепляйка. Но щука должна быть цепляйка. Сейчас, погоди, когда будешь готов кидать, скажи. Я вслед кину камеру, чтобы она долетела вместе. Ты кто быстрее? Жора нет. Нету? Нет Жора. Странно. Двоечки, троечки больших нет. Странно. Нам обещали другое. Ну, может, не в том месте. Ну, Саня сказал, едьте сюда и ждите, пока молния ударит. А как ты думаешь, что сделать нам с резинкой? Лопухи цепляются там постоянно у нас? Вот забьем кол посередине озера. Флаг повесим. Как большая щука, флаг болтается сразу. Приезжаем, подплываем. Ну, можем несколько флагов И повесить, глушим. чтобы сразу понятно было, ну, что это за щука. Финская, шведская. Несколько тоже передерутся. У нас сейчас 2:30 по Гринвичу. Потому сейчас чешем на берег живцов ловить. А то такой клев, что все живцы кончились. Особенно те, которых не было. Летают. Ну да, они там в ведре было штук 30. Да. Сами себя поели, вот 2 стойких осталось там. Зато большие. Ну ладно, сейчас наловим. Рыба. Ну, рыбы пока показывать не буду, она там за бортом плавает. Пока что. Пока живцов нету. Ну как там колокольчик? Ой, колокольчик на месте. Дом на месте. И мы на месте. Самоубийца судачок попался. Ну? Суицидный судачок. Идем на починенном моторе. Made in China. Никита взял окушка. Просто он не может снимать и показывать рыбу. Ну, с почином. Благодарствую. Дай 5. Это я окуню. Ну окунь давай. Но мы продолжаем в том же духе снимать, вести операторскую деятельность. Как бы вот она. Операторская деятельность. Номер 3. Хороший окунь, хороший. Продолжаем? Ну, Никита сегодня спец по окуням. Пошел Жор. Что-то я думал подчекать, не подчекать. Куда отправляетесь? Едем на большую поклевку. Жди нас на 5-е лунные сутки. Он мимо рта.
Как у тебя сегодня огурец это? Как огурец у тебя сегодня мимо рта. Раз и не зацепился. Рюмку выпил, а огурец вывалился мимо рта. По щеке и мимо. Между зубов Бац, бац. Судак ее и мимо. кусал, выплевывал, кусал еще выплевывал. Что-то не пошла она ему. Должна сумка рыбака выглядеть. Наживок ни хера нету, есть плоскогубцы, чай и чай с конфетами. Ну что, Никиточ, как? Как дела? Ну что, пару окушков, пару щук. Ага, В принципе, на этом все. Пару тебе живцов наловили молодцы. для того, чтобы сейчас начать рыбачить. Ну что, тогда в лодку и погнали? Да? Давай. А ты в отвеску решил попробовать? 12 метров под Ну нами. да. Я думаю, тут лещ, а бросать надо туда дальше, где свал только начинался. Возвращаемся в родную гавань без рыбы и даже без поклевок. Она топится полчаса, а здесь уже пошла температура. Все. Этого нам хватит по ручке. 100%. Уровень. Печечка горить. Печечка горит. Дверка не горячая. Ой, что ты хорошая. Дверка хорошая. А? Водичка по краю, все здесь готово. Как там температура водички? Еще холодная. Нет, тепленькая уже. Да. Эта баня рассчитана все с озера. Все тащится. Озерного типу. Саня, ты видел, дверь? Окно открывается. Ну что, значит, сегодня паримся уже по-настоящему? Сегодня паримся по-настоящему. Как Сегодня- мужики. Да. Смоляная баня. Ой, что ты. Ты посмотри, какая здесь красота. Открываю? Да. Ну да, красота. Этого будет мало. Да, Егоршик, иди садись. Потому что я же говорю, этого мало. Я уже проверил. Уши горят, блядь. Ты совершил огромную ошибку сейчас. Что шапки нету? Нет, что башку намочил. Пошли. Слушай, Вась, Баускас безалкогольная, зацени. Как будто алкогольная. А у меня бруза, но я думаю, что такой же. Не, Цесу безалкогольная вряд ли такое вкусно. Но Цесу точно. Баускас хоть на пиво похоже. Я думаю, что там чистый развод, что она без алкоголя. Потому что, ну, по вкусу. По вкусу, По да, вкусу если, она- если б не надпись, как будто, ну, пиво. Да. А вот это санина. Я на вкус санину не пробовал, конечно. Но я думаю, что те люди, которые пробовали, вот они сразу сказали, вот знаешь, один в один.
Никит, так что там получается? Это безалкогольное пиво, это алкогольное, только перегнано, типа, несколько раз? Да, именно так. То есть получается, если я выпью алкогольного пива, то через полчаса я могу произвести безалкогольное В принципе, в да. первой прогонке. В принципе, Но да. на вторую прогонку вряд ли я буду способен. Ты уверен, что звонила, Никита? Да. 2 раза. Дзынь. Потом пауза и еще раз дзынь. Не особо убедительно, если честно. Так себе. Не, никто не дергается. Скорее всего, судачок. Ну, в смысле, 100%. Судачок. Типа побил просто и все. Ну еще может быть, что ты просто из пасти вытащил. Не, Да. я почувствовал. Не, может быть, потому что сегодня днем именно так и было. Он поймал сам себя на своих зубах. То есть на крючке вообще? Он на крючке вообще не был. То есть он раскрыл просто- широко пасть, Да. а потом дораскрыть, чтобы уже не смог, да? Да, он был настолько жадный, что открыл пасть так, только чтобы в одну сторону живца заглотить. Заглотить, а выплюнуть не смог. Это как у него получился эффект лампочки. Видел эту тему, Да, когда да, лампочку в рот засунул и не смог вытащить? Тут также у судака получилось с живцом. Тебя в ресторан приглашают? Да. Я знал, что в нашей компании есть предатель. Я сомневаюсь. Посмотри, нет, ты глянь, как живут, нет, глянь, смотри, камера на нее смотрит, глянь, как живут латвийские пенсионеры. Каждый месяц то Швеция, то Финляндия, то рестораны, тут сидит вискарь с горла хлещет. А потом все пенсия маленькая. Ну что, поехали! Поехали. Идем на большую рыбу. На большую глубину, на большую рыбу. Вот такой у нас средний. Средней тяжести. 3-4-5. Ну, сейчас поедем смотреть по району, где здесь люди отдыхают. Ну, готовишься на удочку, на живца закидывать? Да, сейчас пойдем по крупному на судака. Хватит нам этих щук десяток. Уже да, что-нибудь половим посерьезнее. Да. А судак на 10 килограмм видел? Видел, Пузатый он такой. ну, видел. В кине показывали. Частенько десятки. Переезжаем на другое место. Да, там наловились. Там наловились. Вся рыба на дальний кордон пошла. Да. Ну и вкуснее на дальнем. Ну, сейчас поедем, Тем вкуснее. проверим там дальний кордон. Будем посмотреть. Последний день нашей выставочной работы закончен. Мы отправляемся на разведку на речку. Вода по-прежнему высокая. Да, Янис? Да. Наши проверяют резинку. Похоже, ничего нету. А завтра весь день полный с утра, с самого утра, с раннего до самого вечера мы будем здесь. Погнали на речку. Пойдешь вниз? Тигр, лев. Придется прикрыть. Так, всех по течению. Начнем с таких приманок. Никогда на этой речке на такие крупные приманки не ловили. Но так как вода высокая, тут вертушками не пробьешь. Попробуем.
Вот там, скорее всего, будет стоять. Вот там. О, Янчик решил меня перекинуть. Не стоит, а там обычно она тусуется. О, есть! Есть! Блин! Около опоры. Хе-хе-хе. Янчик, бигбейт работает. Около твоей опоры взяла. Очень жадно атаковала. Красавица. Вот там, смотри. Видишь опора? Вот там около той опоры я протягивал, и она просто выскочила из низу. То есть она как будто стояла, делила одно течение с другим, знаешь, ну вот так вот. Я вот протаскивал уже оттуда, и просто такой удар. Ну как разорвала, блин, рыбку. Офигеть. Да. Вот такая была проводка. Подтягивал к этому бую и вот здесь взяла. Ну блин, так она выскочила. Просто как торпеда. С моста прикольно ловить. Высоко. Ради эксперимента там есть затишок. Ну типа 2 струи и между затишок. Просто приколюсь. Видишь, там даже блесна не несет течением. Почапали дальше. Обычно здесь полностью суша. Вода начинается только там, где перекат, и там мелко. И мы щуку ловим в заводе. Но в этот раз такое течение, блин. Пробуем. Смотри, где первая щука будет. О, есть! Блин! Видел, Никит? Ха-ха! Не подсек. Как она вообще в таких струях стоит, да? Есть! Рабочая приманка.
Мне кажется, я уплыву сейчас. О, Янчик, смотри. Вертушка. Там. Малина. Тусочка Аксо. 3 грамма. Хочу пробраться вот туда, к мельнице. Там есть закуток. Может, там прячется щука. Ну, где-то ей надо прятаться в таких затишьях. Но, блин, перейти нереально. Сбивает с ног. Добрался. Ничего там не оказалось. Вот так я шел. Ну, блин, еле-еле перебрался. Пойду дальше, туда. Там есть небольшой закуток. Летом там лопухи, ну и по маленькой воде. Не знаю, Янчик, может, уже там обкидал. Но попробую. Ну нифига себе. Смотрите, какие там целая пачка брусов толстенных лежит. Какая-то тут вон то ли печь, то ли что топилась. Вот труба дымовая. Может, сушили этот зерно или еще что-то. Наша щучья рыбалка в этот раз, в этот вечер, больше похожа на форельную. У меня уже ноги болят, блин. Пробираемся. О, какой механизм, смотрите. Офигеть. Какие-то валики, ролики, зубчатки.
рычаги, валы, там механизмы, там целая установка. Что-то было серьезно. Смотрите, еще механизм. Во какой. Заросший весь в земле. С такими валиками, он, колеса. Прикольно. Главное, никто не тащит, но металлолом не сдает. Вот так вот, ребят. Вот так вот. Не твое, как говорится, не бери. А ничейного не бывает. Кому-то ж все равно станет жалко. Вот тут в закуточке летом хорошо берет. Попробуем, что будет осенью. Янис закинул свой битбейт. Вон он с того берега кидает. На мой берег, на куст. Пойду попробую спасти. Вон он, видите? Ты насквозь, Янка, пробил дерево. Да. Посмотрите, что такое шнур 0,4. Просто прошил насквозь ветку. Что не сделаешь ради друга. Фу. Простор. Смотрите, лодочка. Ну вот здесь сейчас будем таскать. Тут в воде валуны стоят большие. Что-нибудь здесь должны взять. А, вон, Янка взял. О, хорошая. Сорвалась. Сорвалась у Яниса. Это ты отсюда от меня взял? Ага. Эх, Янка, мою щуку вытащил, блин. Я тут шел сюда. Шел. Передаю Янису блесну его. Вот прикол будет, если сейчас на 2 возьмет. Попробуй проводку сделай. Сейчас. Тащи. Красивая ночь сегодня. Лунная. Такая довольно адреналиновая получилась рыбалочка. По перекатам походили. Пару щучек. Одна сорвалась у Яниса. 2 сорвалось.
Пойдемте сейчас еще. Вот там был большой всплеск. Туда пару забросиков. И пойдем в домик. Набраться сил надо сегодня. Завтра же целый день будем молотить. Я уже теперь не знаю, что выбрать, речку или озеро. Но речка всегда прикольно, потому что движение, ходьба. Погнали домой. С чего вы поймали сегодня? Щук. Как положено, каждый по одной. План выполнили. Судачка поймали? Попытки были, но не срослось. Судака не пошел судак, а вот щука, да. Мы варварски с ней разделались. Это судак. Вчерашний. А, судак жареный у нас. Вот. Судак у нас жареный. Судак, здесь кто-то судак, кто-то щука. Вот это, наверное, щука, а это судак. Я не уверен. А это кто? А это малек. А, это, ну это тоже малек. Живец. Вчера. Что мы будем выбрасывать, тот, кто щука не съел? Снимаем, чистим. Он вчера был живцом. Это что, на удочку поймали, да? Да. Кстати, вот это, Никита, это твоя краснопера. Та, которая... Та самая. Да, потому что вчера малек поймал красноперку. Ну, живец красноперку поймал. И орал оттуда складки, а я здесь в доме был. Орал складки так, довольный. О, посмотрите, он, удочка в дугу горит. Так это что? До сегодняшнего нашего всего улова? Эти головы и кости. Сегодня, да. Ничего себе. Хорошие щучки были, да? Ну, все пустые. На днях начнется, значит. Как похолодает, сейчас повернется. Обещают холод. Обещают холод? Да. Сегодня полнолуние, если что. Первые лунные сутки пошли. Вот смотри, как мы сегодня не просто поели. Прям пожрали, завтра щука начнет. Полнолуние пошло, все. Ты не почувствовал, что? Все блестит, сверкает. Ах, да Василий. Уха. Так там уха еще? Полная. Осторожно, не капай. Ё-моё. Вот это да. Лабрит, доброе утро. Good morning. Отправляемся. Погода сегодня очень сильно отличается от вчерашней. Ветер поменялся. И пасмурно. Пасмурно, но тепло. Сильного ветра нету, по крайней мере здесь. Что будет на озере, посмотрим. И по ветру, и по рыбе. Погнали. Едем вот на тот маленький островочек. Попробуем посмотреть, что там с глубиной. Мы уже тут на этом озере на дипере порисовали немножко маршрутов и глубин. Так что есть какая-никакая информация.
Вася с батей ловят там, на каменной гряде. Вот там вот. Есть каменная гряда, торчит из воды. И вот они там ловят. У них там судачки попадаются, щучки, окуни. Легко найти, потому что без эхолота. Приехал на камушки и лови. Отберем рыбу у них. Ну что у вас? Ничего? Тут резкая яма 10 метров. Сейчас вот тут. Даже больше, 12. У нас тоже ничего пока. За островом рельеф такой, канавки. В принципе, 2-4, 2-4. Мы поедем туда, вон, на Зеленую гору и будем вот так сплавляться. Какая красивая скала, да? Есть? А, нет, шел. Окушки. Окушки? Окушки, да. Ах ты, блин. Окушков мы любим. Окушков мы любим. Ух ты, ракушка. Хороший. Двухстворчатый окушок. Блин, Саш, Что? глаз. Покажи. Кому-то глаз вырвал. Нифига себе, Янка. Ты вырвал глаз большому окуню. Нет, и подлещика. Или подлещику. Офигеть. Ну и лови на глаз. Будет хорошо брать. Окунь еще в эхолоте есть? Теперь опять появился. Кто-то. Ну, вот, ага. Ударчик. Хорошо живет, да? Угу. Зимой хорошо здесь ставить жерлицы. Удос. Вышел с домика, да? Блин, какое у него владение, посмотри. У них качелей всяких разных. Там баня, там вон гараж с сараем. Тут дом. Так очень аккуратно взяла, кстати. Да, щупаком нырнула. Так, приехали, причалили к берегу с Сергеем. Смотрим, колокольчик валяется в воде, резинка натянута по самые щи. А? Не больше 7 килограмм. Не больше 7, думаешь? Нет. Ну и хватило сил вытянуть резинку, посмотри. Так что даже вон колокольчик сбило. Погрызан, да. Крючок надо тренить. Был бы. Да, крючок портит дело все. Погрызанный, изрядно ощипан, но не побежден. Что дальше у нас? Хватают они, хватают. Хватает, да, но крючки этот тоже погрызан, Да. погрызан, покусан.
но не схвачен. Ну не схвачен, да. Цел как Ленин. Живой, да? Живой, да. Живой. Ничего ему не стало. Да. Надо же так. Ладно. Выплюнула. Не смогла взять на один крючок. Да. Пасть большая. Пасть большая, Между аппетит зубов есть. проходит и все. Крючка нету. Ладно, будем закидывать дальше. Я с его купалки щуку поймал. За это. Хотела перепрыгнуть через подсак. Что? Хорошо взяла. Отлично, да, очень мощно ударила. Хорошая щука. Ах ты, блин. Промахнулась. Ага, есть. 2 раза брала. Смотри, какой у нее шрам. Ну. У кого-то она вырвалась из пасти. Ну пусть и у нас вырвется. Да? Нет, берем. Ах ты, блин. Выскочила и ударила, но не засеклась. Даже видел ее, как она била. Знал, что она там будет стоять около того тростничка. Ага, вот она. 2-й раз взяла. Слушай, маленькие голодные, да? Она сама отпустилась, не пришлось ей применять операцию. Ну куда ты ломишься? А, блин, все, сейчас будет жопа. Как она так это сделала? Как это она так сделала, а? Это пиздец, да? Как это возможно вообще? Ну, иди сюда. Ну что?
Половили мы в заводе, но мелкая здесь щука. Много, но мелкая. Поедем в речку, которая впадает. Не вытекает, на которой мы были вчера, а втекает. Посмотрим, что там. По дороге заскочим на остров. Справа от него есть камни, из воды торчат, такая гряда. Обкидаем, посмотрим, что там. Интересно. У Яниса только что здесь щучка атаковала и не подсеклась. Попробуем на желтую приманку эту же щучку выдрать. О, вот есть она. Блин, у меня тоже сошла. Твоя щука. Ага. Около камня мне как шарнуло. Даже было видно. Выход промазала. Ага. Нет, щука. Она за камнем стояла. Сейчас еще раз возьмет. Ах ты, блин. Один и 4? Есть? Вот и я удивился. Смотри, Янис, это не птичье говно на камнях. Видишь, вот такие крупные какашки. Это эти выдры. Выдры приплывают сюда срать. Ну, Янис, когда профессионал, тогда профессионал, да? Ух ты, ничего себе. Блесну поймал. Крокодил 80. Крокодил 80? Ловим щуку на крокодила. Повсюду только не крупная щучка, даже вот на камнях. Окуня не поймать никак. Никак мы не можем его поймать. Этого хитрого рыба полосатого. Сейчас еще вот с той стороны гряду обкидаем. И вот туда, в реку. Щучетесь. Ожившее бревно? Да. Что-то ты так. Ну, отлично, отлично. Ну, ударило-то как, ударило, блин. Ну, как вы уже успели заметить, мы на речке добрались. 2 щучки поймали. В последней поездке с Голландии привез парочку таких вот вертушек. Она с 2 лепестками позволяет делать очень медленную проводку. Очень медленную. Это хорошо, когда щука не очень активна. А Янис что-то тащит огромное. Ну, по крайней мере, лодку он нашу точно тащит. На свой монстрический спиннинг. Что это? Сейчас мы все и увидим. Думаешь, увидим? Ну, надеюсь, отцеп-то есть, Янис.
Палка, выручалка. Будем, короче, ветром нас затаскивает все дальше и дальше в реку. Дальше будет у реки поворот. В лесу будет тише, спокойнее и приятней. Как там будет с рыбой, посмотрим тоже. Отцепилась? Ой, какой цеплючий, блин. Какой же он цеплючий. 90 грамм чистой резины. Смотри, я сейчас поймаю щуку. Вот просто не кидай, смотри. Вот чуть правее надо было. Мы когда плыли, там выход был. Слева от кладки, около самой кладки. Вот она, вот она. Приколи, я ее видел. Самый крупный улов на бигбейта. Да уж. Битый, перебитый. Ага, бандит. Смотри, у него спина побита. На дорожку взяла. Ну, давай. Ага, бьется, бьется. Бьется. На дорожку схватила. Вот на такую тигровую блесну. Буль. Под самой лодкой взяла? Оказалось больше. Как-то, наверное, из-за скорости мотора. Смотри, у речки цвет другой, красивее. Ты представляешь, удрать хотела. Вот дает. Красиво взяла, слушай. А, у меня зацеп. Ну ладно. Первый раз промазал. Первый раз промазала, второй раз. А ты ее не подсек опять же? Подсеки. О. О. Красота. О. Ух ты, вот это да. Слушай, что это у нас? Не пробей лодку только, Янка. Ну что, 3 с половой. Уловчик. Теперь понятно, где крупная стоит. То есть получается на противоположном струе берегу. Хрен поймешь, что. Смотри, первый раз она у тебя взяла за резину, да? Да. А второй раз ты ее все-таки подсек.
Вроде ничего, Янис. За спину, что ли, взял? Не понимаю, не поднять. Ах ты, ё-моё, блин. Ай-яй-яй, вот это да. Блин. Охренеть. Этот дыпер надо убрать. Блин. Я подержу чуть-чуть. Фу. Ты, ё-моё. Она такая короткая, да? Короткая, толстая. Ну, блин. Черт его знает, сколько она весит. Я думаю, что 4,5 килограмма будет. Наверное, да. Когда раньше мы таких с тобой сразу называли шестерка, да? А потом после Швеции уже понятно, что 4,5. Максимум 5. Но приятно. Приятно. Ну что, ее тогда в лодке уже оставляем. Не будем ее на Кукан. Куда? Там некуда. Все будут писать в комментариях. Куда вам столько рыбы, убийцы? По законам этого места щук можно брать без ограничения. Не только количества, но и даже размеров. То есть можно вот таких щуряток брать. Вот. Переизбыток щуки может влиять на популяцию другой рыбы. В том числе и форели, которая живет в этом озере. Поэтому мы, можно сказать, своего рода санитары. Вот посмотрите, ну это же настоящий доктор. Доктор Янис. Смерть. Доктор смерть. Все-таки мы с Янкой речные люди, блин. Вот на озере сколько проловили, а все равно трофеи на речке у нас. Находим места, на речке легко найти. Есть течение. Вот так идет течение. И вдоль тростника по правому берегу. А весь тот берег спокойный. И по центру крутит вода. И щука стоит вот под тем берегом на границе вот этих вот завихрушек. Янис поймал одну, поймал вторую, пока вторую отцеплял, и третья взяла. Очень жадно берет. Приятно. Но это такая хорошая, блин. Одно дело на озере в глубине такую тащить, другое дело на такой маленькой речухе. Посмотрите, посмотрите, ребят. Уже все, в труху. Вся в щи разодрана. Вот это зубище, блин. Янка хорошая. В тросту идет, блин. На обгон пошла. А, не хорошая. Нормальная, просто нормальная. Уже подсак неохота тратить на это. Прямо в тростнике. Я за тростник зацепил, знаешь, с тростника скинул. Опа, есть. Ну. Ух ты, блин. В принципе, то же самое, что в озере. По тростнику, только размер побольше. Да. Нафиг этот подсак уже, да? Чем там мелочь? Да. Ну, сорвется. Ну. Ну что, вылезем на берег, ноги разомнем, да, Янчик? Смотри, какое шикарное место для старости, да? Только надо, чтобы кто-то еще помогал косить. Вышел на удочку, половил. Ну что, косить? Тут можно робота пустить. Тут можно и робота пустить, да.
Место очень красиво, смотри, прямо на скале. Здесь ветра особо никогда нету, такая тишина. Вон на озере какой сейчас ветер, да? Судя по всему, хорошая у тебя там. Обыкновенная. Дошли до шлюзов. Вот, по речухе. Тут буквально через 300 метров следующее озеро. Смотрите, какая пристань у нас тут образовалась. Приколите вот так жить в таком местечке. Берешь, так спускаешься по камушку. Здесь можно сделать такие сверления, шпильки, чтобы на шпильках табуретка была, мангальчик. И вот целая заводь у тебя здесь. И здесь, получается, ниже шлюзов. Очень классно. Пойдем посмотрим, как выглядит со шлюзов та сторона реки. И имеет ли смысл туда перебираться или не имеет. Ну что, видно? Порог сантиметра 3. С той стороны он круглый, а Да. с этой он будет острый, когда пойдем обратно. Если пойдем обратно. Ну, да. Что там со второй стороны? Ну, в принципе, все то же самое. Смотри, единственное, вот там красивая заводь есть, похоже. Видишь? Что делаем? На всякий случай не стоит. Тем более у нас там есть свои уже нормальные места. Да. Возьмешь? Ну, это вот. Старый. Старый, да? Да. Подосиновик. У бобра витаминов не хватает, наверное. Такие березки тут растут. Ну, березки. Смола ему нужна, видишь? Может быть, это он зубы чистит. Или он, видишь, видит, что сосна мешает березке. Что, не слиплись там? Ну да, смотри, вросла одна в другую. Нету? А, есть? О, ничего себе. Отлично. Хорошего, да. Может, ты ее привлек, когда якорь на камень кидал? Наконец-то. Да, красота. Шикардос. Это наша последняя рыбалка в этом году, не? Ну, а мы и в прошлом с тобой году так сезон закрыли. Ну да. Точно так же. До Нового года будем кушать. Ну. Обнаружили мы что-то тут браконьерское. Надо посмотреть. Просто поинтересоваться. Ой. Ага. А мне кажется, ничего там нету. Я думаю, что этот дедуля уже поинтересовался до нас. А была веревка? Была веревка, нет? Дед этот снял. А что там, бурбулило, да? Может, это его и был. Кто это, блин? Ты видел? Ух ты, блин. Не хотелось бы мне таким попасть. Фу. Слушай, не засеклась, хотя видел, я подсекал ее. Крепко пасть она закрывшая была.
Поговорили, устроили перерывчик, да? И дальше. Прослышав про наши успехи, батя с Васей тоже приплыли сюда, в речку к нам. Что-то пошло какое-то затишье. Вот, уже целых 20 минут мы не вытаскивали щук. Сейчас уже вечереет. До этого на зеленый бигбейт не брала, на зеленую резину. Брала вот на красную. Мы с Янисом пробовали на зеленую, вообще ничего. Сейчас ближе к вечеру можно будет попробовать поставить зелененькую, посмотреть, как будет на нее, потому что на красную перестала. Есть? Ну это отпускай. Работает зеленая. Хорошая? Ну, пока что не сопротивляется отсюда. О, хорошая. Хорошая, да. Ишь ты. Оп. Трудно одному. Ну да. Это тоже желтой породы. Желтая она, желтушная. Василий взял нас на буксир. Хочет проверить, кто кого перетянет. Янка там навез. Но пока он перетягивает. Да, уже, ладно. Идем потихоньку в сторону озера и в сторону дома, потому что у нас сегодня, мягко говоря, немножко надо рыбки почистить. Заготовка у нас сегодня великая. Пару местечек остановимся, конечно, обкидаем. Ну вот, приближаемся уже к домику. Плывем мимо острова. Поймали браконьеров с уловом. Везем, взяли на буксир с инспектором Янисом. Вот их улов был сегодня. Вот, представляете? Ну, это ж куда годится-то? Ну, сейчас все, понесут наказание, будут рыбу чистить. Ну вот и мы дома. Продукты в спине надо под аккумулятором однажды. Опа! Без этой кучи маленьких. Задубевший карандаш, смотри. Пять. Ты говоришь 5? Да, 5 Я 4,5. А, я сказал 5100. 5200. 5200. 5190. 4200. 4,04. Ага. Слушай, так получается, мы с тобой на той речке. У нас таких не было. У нас там 3,5 были самые большие. Ну и такие маленькие тоже у нас не было. Ну тоже, да. Такие маленькие, как что, интересно.
Пустая резинка оказалась. И Янис уже лодку намыл. Намыл уже, да? Не, надо поставить. Так, да?